Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Тибуев Владимир, и я рад вас приветствовать на своем канале. Еще раз повторюсь, мой канал не развлекательный. На нем вы не найдете красивых мультфильмов, под которые хорошо засыпать. Цель моего канала – исследование загадок природы и работа по их разгадке. А также борьба с научными фейками, которыми дурят головы доверчивых зрителей ради лайков под видео. Я не пересказываю чужие теории, я ищу свои. Еще раз упомяну про мою карточку для донатов в описании. С вашей финансовой поддержкой я смогу выделять больше времени на исследование и выпуск новых роликов с развенчанием научных мифов. Я работаю, и мне хватает на жизнь. Но меня интересует меценатская поддержка, чтобы я не тратил время на заработки, а мог полностью сосредоточиться на исследованиях и инженерных разработках. Уверен, такие меценаты есть, кто при деньгах и заинтересован в прогрессе и реальной науке. А если некий меценат обеспечит мой переезд из России в одну из цивилизованных стран, моя мечта США, и поддержку на первое время, то у меня есть чем отблагодарить. Я ценная инвестиция. Так, вроде со вступлением я закончил, можно переходить к сути. Извините, буду читать с экрана, так как нарыл очень много интересных и важных вещей и просто боюсь что-то упустить, не рассказать об этом. Сегодня я хочу поговорить про гравитацию и разобрать, что является ее причиной. Сначала кину камень в огород оппонентов. Я слышал много разговоров про некую таинственную частицу, ответственную за массу и гравитацию. Якобы бозон Хиггса взаимодействует с одноименным эфиром и тем самым рождает гравитацию. Насколько я в курсе последних событий, бозон этот нашли, но к гравитации он отношения почти не имеют, да и не может иметь, так как не там ищут. Короче, бозон оказался фейком. Еще я слышал историю про некие виртуальные фотоны или гравитоны, неважно как их называть, которыми якобы обмениваются все тела, гравитационно притягиваясь друг к другу. Это очередной псевдонаучный фейк для распиливания научных грантов. Сегодня я хочу развенчать эти фейки и рассказать моим зрителям про причину и источник гравитации. Для этого зайду немножко издалека. Из постулатов Эйнштейна известно, что гравитационное искривление пространства вызывает либо масса, либо энергия, запасенная в этой массе. Они эквивалентны. Поиски надо начинать именно отсюда. Именно энергию я и хочу рассмотреть подробно. В ходе моего исследования черных дыр, выложенные на моем канале, я сделал однозначный вывод, что в центре черных дыр отсутствует какая-либо сингулярность. Это неверное решение уравнений общей теории относительности. Дело в том, что в центре черной дыры вещество не может существовать в виде массы, образуя таким образом бесконечную плотность в точке нулевых размеров. Это абсолютно неверно. Ближе к центру черной дыры любое попавшее туда вещество последовательно разрывается градиентом гравитации на основные составляющие, которые затем переходят в энергию, то есть в фотоны. Происходит фазовый переход вещества в другое состояние, и это объясняет все. Этот фазовый переход формулы не учитывают, отсюда и неверные выводы про сингулярность и прочее. Смотри мое исследование с полным анализом черных дыр, там все мои рассуждения подкреплены формулами. Ну а кому лень смотреть, кратко могу сказать, что центр черной дыры представляет собой шарик, состоящий из фотонов высоких энергий. Понимание данного факта приводит к нескольким интересным выводам. Во-первых, как я уже говорил, сингулярности в центре черной дыры нет, так как фотоны не имеют объема и могут упаковываться практически в точку, независимо от их количества. Размер этой точки, вернее шарика, не равен нулю, а равен длине волны фотонов, которые пойманы гравитацией и не могут ее покинуть, но тем не менее электромагнитные волны продолжают свое колебание. Если точнее, они пойманы не гравитацией, а самим пространством, которое сжалось в тупик в форме точки, дальше которого ничего нет. Если бы дело было только в гравитации, то эти фотоны просто бы колебались туда-сюда возле центра, но не могли бы собраться в шарик. Следует упомянуть,
что, несмотря на переход в состояние энергии, момент вращения фотонного центра сохраняется. Соответственно, и гравитационное поле черной дыры продолжает вращаться. Длина волны фотонов зависит от массы черной дыры. Чем она больше, тем длина волны короче. По моему мнению, эта длина волны должна быть одинакова и выровнена для всех пойманных фотонов, независимо от того, какое вещество попадает в центр черной дыры или какую первоначальную длину волны имел свет, попавший в ловушку гравитации. Долго пояснять, почему я в этом уверен, но если коротенько, то у финальной черной дыры, я называю ее вселенской черной дырой, которая со временем поглотит всю нашу Вселенную, длины волн всех пойманных фотонов в центре просто обязаны быть одинаковыми, иначе не выполнится условие их одновременного равенства нулю в финальный момент и разрушения черной дыры с образованием новой Вселенной. Поэтому можно предположить, что все имеющиеся черные дыры имеют подобный механизм, то есть в зависимости от своей массы выравнивают длину всех пойманных фотонов в своем центре. Например, для черной дыры массой 5 солнечных частота пойманных фотонов находится примерно в диапазоне 10/19-10/20 степени Гц, что соответствует частоте гамма-излучения. Трудно себе представить разумом, какую энергию имеют фотоны в центре галактических черных дыр с массами 1000, миллионы, а иногда и миллиарды солнечных. Понятно, что длины волн фотонов в таких черных дырах начинают приближаться к нулю. Это, собственно, и есть основное предназначение черных дыр – сделать нулевой длину волны пойманных фотонов. Но получится это только у финальной вселенской черной дыры, которая сожрет все и произведет этот, как я его называю, щелчок, который послужит актом сотворения новой Вселенной. Второй вывод. Электромагнитного поля у черной дыры нет, так как фотоны в центре не могут выполнять роль магнита. Если таковое поле и присутствует, то только в случае закручивания по падающей орбите и поглощения черной дырой стороннего вещества, например, звезды. И вот третий, это самый важный вывод вообще из исследования черных дыр. Он объясняет суть и происхождение гравитации, и не только ее. Черная дыра не имеет вещества в центре, а только энергию этого вещества. Но, тем не менее, гравитация никуда не пропадает. Следовательно, базовым источником гравитации является фотон. И неважно, каким образом искривляется пространство от массы вещества, либо от эквивалентной энергии, результат один. Кроме того, еще можно сделать очень важный вывод, что именно фотон является элементарной составляющей частицей любого вещества во Вселенной. То есть, если построить коллайдер невероятной мощности, то финальным результатом декомпозиции любого вещества будет его переход в энергию, то есть фотоны. Становится понятно, что происходило в первые мгновения образования нашей Вселенной 14 миллиардов лет назад. В рамках моей теории, как я упоминал ранее, причиной появления нашей Вселенной была вселенская черная дыра, которая собрала в себя всю массу предыдущей Вселенной, причем центр черной дыры за доли мгновения до Большого взрыва состоял из фотонов с длиной волны практически равной нулю. И поглотив последнюю частицу предыдущей Вселенной, длина волны фотонов стала равной нулю, что и послужило причиной разрушения черной дыры. Интересно именно первое мгновение этого процесса, при котором вновь образованная Вселенная в расширяющемся шаре освободившихся фотонов около нулевой длины волны перебрала все возможные варианты существования материи или антиматерии в том или ином виде и остановилась на стабильном существовании в виде нуклонов. Лично мне интересно, на какой именно энергии фотонов произошла данная организация материи, так как тогда можно примерно подсчитать, сколько фотонов высоких энергий содержат в себя протоны, нейтроны, электроны, ну и прочие атрибутика квантовой физики. У меня сразу же появилась куча вопросов, которые надо обдумать. В виде какого узора могли эти фотоны завязаться, чтобы быть в стабильном состоянии? Возможно, каждый нуклон это и есть
некая микрочерная дыра, а ее размер и есть горизонт событий по размеру нуклона. И только в таком виде высокоэнергетичные фотоны могут удерживаться вместе. Но эти микрочерные дыры не совсем стабильны и могут добавлять или выбрасывать из себя лишнюю энергию, взаимодействовать друг с другом. Ну, конечно, простите, это всего лишь мои гипотезы, ничем не подкрепленные. Тут надо копать научно и не мне одному. Мне понятно теперь, почему некоторые элементарные частицы ведут себя и как частицы, и как волна в разных случаях, так как они сотканы из волн. Я сделал финальные выводы. Фотон – это нулевой пациент гравитации, ее первоисточник, то есть причина искривления пространства вокруг себя. Фотон также элементарная частица всей материи Вселенной. Не атомы, не протоны, не нуклоны и не более мельчайшие частицы. Основой всего этого является фотон. Жду ваших длинных комментариев, вопросов. Давайте обсудим мою концепцию и донесем до широкого круга зрителей. С вас лайк, если услышали сегодня что-то новое и интересное. Всем пока, до встречи!